Всем привет! Сегодня мы повторим 3 блюда из разных мультфильмов. Поехали! Первый мультик на сегодня — это «Волшебные родители». Не думал, что такое возможно. Ну, налетайте, это вкуснейшие динклбургеры из лобстера. Ну что, давайте же приготовим эти динклбургеры. Мы купили 4 хвоста карибского лобстера. С помощью ножниц надрезаем панцирь. Открываем хитин и достаем мясо. Готово. Но еще нужно сверху сделать надрез и посмотреть, чтобы не было пищевода. Все чисто. Таким образом достаем мясо из всех хвостов. Готово. Нам из этих хвостов нужно сделать котлеты, поэтому просто их нарезаем. Когда все хвосты нарезаны, рубим их как топориком, для того, чтобы фарш был более мелкофракционным. Немного его присаливаем и добавляем свежемолотый перец чили. Ну и этим же ножом все перемешиваем. Берем пергамент и с помощью ножниц вырезаем 3 квадрата. Делим фарш на 3 части. И отправляем по одной на каждый квадрат. И руками, смазанными в масле, формируем котлеты. А чтобы цвет котлет был похож на то, что было в мультике, выдавливаем на них барбекю соус и размазываем его кисточкой. Выносим эти котлеты на улицу. Зажигаем гриль. Выкладываем в него котлеты. Закрываем и буквально через 1,5 минуты переворачиваем их. Еще раз смазываем барбекю соусом и закрываем крышку гриля. А пока наши лобстериные котлеты доходят, берем 3 булочки для бургеров и разрезаем их вдоль. На столе у Динклберга из соусов были барбекю, и мы смазали котлеты, а также горчица и кетчуп. Поэтому выдавливаем на булочку американскую горчицу и размазываем ее. Дальше выкладываем котлеты. Поливаем их кетчупом. Наверх ломтики сыра, листья салата. Ну и накрываем все это верхней булочкой. Все, наши динклбургеры из лобстера готовы. Давайте же их наконец-то попробуем. Это очень непривычно. В бургере всегда ждешь мяса, а тут на тебе лобстер. В любом случае это очень вкусно. Но гораздо дороже обычных бургеров. Пишите в комментариях, чтобы вы выбрали 1 бургер из лобстера или же 3 из обычного мяса. Следующий мультик — это «Маша и медведь». А именно серия, в которой Маша варила варенье из всего подряд. В том числе и из шишек. Медведю такое варенье очень даже понравилось. Давайте его повторим. Итак, для своего варенья Маша использовала вот такие старые шишки. Но если так сделать в реальной жизни, то получится полная фигня. И на вкус будет не варенье, а просто горькая смола. В общем, для того, чтобы найти нужные молодые шишки, я отправился в сосновый лес. Как же тут красиво! Локация сразу напомнила мне одну из карт War Thunder. Ведь битвы в военном онлайн-экшене охватывают весь мир и разные эпохи. Сражайся в любой точке земли на машинах прошлого века или современности. К примеру, захвати превосходство на новой локации в заброшенном военном городе Северск 13 с советскими панельками и домом культуры. В игре доступны самолеты, танки, корабли, вертолеты, и можно комбинировать разные виды техники в одном бою. Прокачивайся, улучшай свою технику и настраивай внешний вид. Так что тоже залетай в War Thunder и ощути графику нового поколения. Обновленные эффекты, реалистичное небо и достоверный звук. Качай игру бесплатно по ссылке в описании и получай крутые бонусы для легких побед в начале игры. Мало кто знает, но шишки бывают и мужскими, и женскими. Мужские овальные, немного желтоватые и собраны вот такие группы. А женские небольшие, кругловатые и максимально зеленые, вот они и подлежат сбору.
Сейчас сезон только начался. Их не так много, поэтому найти их сложно. Мне даже пришлось аккуратно наклонять молодые сосны, так чтобы они не сломались. И на их верхушках я находил по 3-4 шишки. Сбрасываем все это в миску. Вот такое количество шишек я собрал за час. Они только из леса, поэтому грязные. Набираем в кастрюлю воду. И хорошенько их промываем. Также с каждой шишки нужно сорвать вот этот хвостик. А уже идеальные чистые шишки перекладываем в пиалу. Давайте их взвесим. У нас получилось 213 грамм. Пересыпаем молодые шишки в сотейник. Заливаем их пиалкой воды. И ставим все это на плиту. Включаем максимальную мощность. Ждем, пока вода закипит, и уменьшаем. И пусть теперь эти шишки еле-еле бурлят минут 40. После чего сливаем все это через сито. Шишки пока в сторонку. А этот концентрированный отвар, который получился, возвращаем в сотейник. Разбавляем его еще пиалкой воды. И добавляем много сахара. Немного красного красителя, чтоб цвет варенья был как в мультике. И опять на плиту. Все это просто кипятим. И минут через 20 пересыпаем шишки в сотейник. И варим еще 20 минут. До тех пор, пока температура сиропа не достигнет 105 градусов. Все, наше варенье готово. Переливаем его в чистую банку. А шишки перекладываем ложкой. Все, варенье из сосновых шишек, как в мультике Маша и Медведь, готово. Такое варенье очень полезное, и его часто едят при простуде. Давайте его попробуем. Едят его прямо шишками. Вкус очень приятный, такой сладковатый сироп с еловым привкусом, но не горчит. А когда раскусываешь шишки, на вкус как земляника, но со смоленистым послевкусием. В общем, штука вкусная, а самое главное полезная. И последнее на сегодня — это аниме под названием «В поисках божественного рецепта». Это картофель, завернутый в бекон, который я купил на завтрак. Это жареная свинина с приколом. Давайте приготовим это необычное блюдо. Итак, сначала нужно почистить картошку. Готово. Дальше нарезаем ее на более мелкие кусочки. И перекладываем в кастрюлю с водой. Ставим все это на плиту. А пока она варится, берем 3 луковицы. Разрезаем их напополам. Делаем пару горизонтальных надрезов. Затем вертикальные. И нарезаем на кубики. И так, пока не нарежем весь лук. Дальше нужны вот такие устричные грибы. Нарезаем их на полоски. Затем на бруски. И крошим мелким кубиком. На сковородку выливаем масло. И сбрасываем все, что мы нарезали. Отправляем на плиту. Обжариваем все это на сильном огне, периодически помешивая. До тех пор, пока грибы и лук не станут золотистыми. Картошка тоже уже готова. Всю жидкость мы уже слили. Добавляем картошки и жареные грибы с луком. Присаливаем. И все это толчем, чтобы получилась пюрешка. Разворачиваем в пищевую пленку. Отрезаем. И еще один слой внахлёст. Посредине выкладываем пюрешку. Формируем ее руками. Заматываем в пленку. И формируем вот такой бочонок, который отправляем в морозилку. Буквально на полчаса, чтобы форма лучше держалась. Еще раз расстилаем пищевую пленку. И берем бекон. Выкладываем его внахлёст сначала в одну сторону.
а затем другую. Открываем и перекладываем сверху нашу охлажденную пюрешку. Сначала подворачиваем бекон, который по бокам. А остальное забрасываем с помощью пленки. Закрываем просвет еще кусочком бекона. Плотно заворачиваем все пленкой и в морозилку на полчаса. После чего распечатываем и выкладываем на решетку. Наш бочонок обвязываем бечевкой, чтобы он не развалился в процессе запекания. Под бечевку кладем веточку розмарина. И отправляем в духовку, пусть все это запекается. А пока сделаем соус. Для этого открываем красное вино и выливаем в сотейник. Сюда же водку, не переживайте, потом весь алкоголь выпарится. И соевый соус. Сотейник на плиту и ждем, пока соус закипит. Через 5 минут кипения добавляем кусочек масла. Вмешиваем его, и соус готов. К этому времени бекон уже подзолотился. Достаем его. Перекладываем на тарелку. Поливаем нашим винным соусом. И сверху немного микрозелени. Все, блюдо из аниме полностью готово. По-моему, получилось 1 в 1. Давайте отрежем кусочек. Польем его соусом. И попробуем. Это очень вкусно. Соус прям ресторанный. Хрустящий бекон и картошечка с грибным вкусом. Офигенно. А если вы хотите продолжение этой рубрики, то ставьте лайки. Набирается 250 лайков, и мы снимаем новый ролик из этой рубрики. И еще одно, мне нужна ваша помощь. У моего друга проблема, он снял сериал для ютуба, а просмотры идут очень медленно. Хотя сериал офигенный. Я хочу сделать для него сюрприз, давайте поможем набрать первый 1 000 000 просмотров. Вот тут я закреплю первую серию, жмите и смотрите ее. Думаю, друг будет в шоке. Спасибо всем, кто посмотрел. А на этом у меня все, всем пока.